Прежде чем мы пойдем дальше и поговорим о списке допинга, нам нужно немного поговорить о данных Blender. Если вы начинаете с Blender, наиболее распространенные данные, которыми вы манипулируете, это материал объекта. Ты, возможно, смотрел учебное пособие, где вы создаете материал, а затем делитесь им с несколькими объектами. Например, мы можем видеть этот синий материал, нанесенный на голову Сюзанны. Если я выберу куб, я могу пойти в библиотеку и тоже применить к нему синий материал. Оба объекта теперь используют один и тот же материал или совместно используют одни и те же данные о материале. С выбранным моим кубом, если я снова применю синий материал, я увижу цифру 2, появляющуюся рядом с названием материала. Это число указывает, сколько объектов или пользователей в настоящее время используют этот синий материал, и это текущие 2, голова обезьяны и куб. Это означает, что если я изменю цвет этого материала, он изменится на обоих объектах, потому что это одни и те же данные, которыми они делятся. И так как объяснялось в самом первом видео этой главы, объекты — это просто контейнеры, и если я перейду к данным сетки, я также найду библиотеку данных, которая позволит мне получать любые другие данные сетки из любого другого объекта. С выбранным кубом, если я выберу данные сетки Sphere, мой куб будет преобразован в сферу, и Blender укажет нам, что есть два объекта, использующие эти данные сетки. Мы также видели, что объект изменил цвет, потому что материал привязан к вершинам. Загрузив новые данные сетки, мы также получили данные о материалах, связанные с ней. Если мы сейчас вернемся к нашей анимации прыгающего мяча с открытым графическим редактором, я увижу, что работаю над мячом, но чуть ниже у нас есть Sphere Action 002, о котором мы не говорили. И когда мы смотрим на иерархию нашего графического редактора, мы можем видеть наш сетчатый объект мяч. Sphere Action 002 привязан к мячу, и все преобразованные ключевые кадры канала привязаны к этому Sphere Action. Вместо графического редактора давай откроем таблицу допинга. Давай рассмотрим таблицу допинга как временную шкалу. Все ярлыки и функции, которые мы видели с временной шкалой, работают внутри таблицы допинга. Мы можем видеть наш объект сетки и действия в иерархии. Если я сейчас включу конус сбора и начну анимировать местоположение конуса, вставив пару ключевых кадров, в таблице допинга появится новая иерархия. Мы можем найти наш объект Cone с помощью нового действия под названием Cone Action. Как только вы вставите ключевой кадр в объект, который еще не был анимирован, он автоматически создаст новое действие. Это действие — это название контейнера, содержащего анимационные данные, а таблица допинга — это обзор всех анимационных данных, которые используются в нашей сцене. Здесь мы можем видеть, какой контейнер использует данные анимации и какое действие используется, но что теперь, если я захочу отредактировать эти данные анимации? Мы можем получить к ним доступ через редактор действий. С редактором действий мы сможем работать над конкретным действием одновременно. Выбрав конус, я вижу, что работаю над действием конуса, а что касается любого другого вида данных, если я нажму на значок действия, я получу доступ к нашей библиотеке действий. Так это значит, что касается материала или любого вида данных, я могу поделиться этой анимацией с любым другим объектом. Итак, я выберу свой Sphere Action 002, переименую его в Bouncing Ball, и когда я воспроизведу анимацию, я увижу, что теперь мой конус движется как наш прыгающий мяч. И рядом с названием действия я вижу, что у меня есть два пользователя анимации прыгающего мяча. Так что я могу поделиться этой анимацией со столькими объектами, сколько захочу. Я могу отдать это Сюзанне здесь, и теперь мы видим, что у нас есть три пользователя, и когда я включу анимацию, голова нашей обезьяны Сюзанны тоже будет двигаться как прыгающий мяч. С тех пор, как я придал анимацию прыгающего мяча всем своим объектам, у точечного действия, например, больше нет пользователей. И если я принесу свою библиотеку действий, я увижу этот маленький 0 перед Cone Action, и вы должны быть очень осторожны с этим, потому что всякий раз, когда у вас есть какие-либо данные, перед именем которых стоит 0, тогда они избавятся от этих данных, как только ты закроешь программное обеспечение. Так что если я верну свою сцену, теперь снова откройте ее, если хотите, Cone Action, отмеченный нулем, исчез, и я потерял эту анимацию.
Чтобы избежать потери анимации, ты можешь нажать на маленький значок щита, который создаст нового поддельного пользователя. Независимо от того, используются данные или нет, тогда я не буду сбрасывать их при перезапуске. Как мы уже видели ранее с материалами, как только данные или действия становятся общедоступными, их редактирование на одном из объектов повлияет на любой другой контейнер, который использует то же действие. Если ты хочешь повторить текущее действие, ты можешь нажать на цифру рядом с его названием. Это становится новым действием или новыми данными, которые ты можешь свободно редактировать, и ты можешь видеть, что на этом больше нет нескольких пользователей. И это новое дублированное действие было добавлено в библиотеку действий. Чтобы определенно избавиться от действия, Shift плюс щелкните значок креста. При возврате файла или перезагрузке Blender данные анимации или действия будут удалены. Если вы начинаете заново, а ваш объект не анимируется, вы можете нажать кнопку «Создать», чтобы создать новое действие. Я вставлю пару ключевых кадров, чтобы проиллюстрировать одну вещь. Когда вы получаете эту оранжевую непрерывную линию между двумя кадрами, это означает, что значение не меняется. Как только я ввожу значение в одном из каналов преобразования, мы видим, что теперь на канале Z-Location больше нет этой оранжевой линии. Переключение на постоянную или линейную интерполяцию создаст зеленую линию между различными ключевыми кадрами. Так что это в основном говорит вам, что вы не выбираете интерполяцию Безье. Изменение типа дескриптора вашего ключевого кадра также будет отображаться в редакторе действий. Ты увидишь, что форма ключа в данный момент меняется. Редактор действий станет нашим главным редактором, когда дело дойдет до анимации, прежде чем мы перейдем к графическому редактору. Подводя итог, мы видим, что таблица допинга показывает нам все текущие действия, которые используются в нашей сцене Blender, в то время как редактор действий позволяет нам редактировать одно действие за раз. Действие — это название контейнера для наших данных движения или анимации, и как и любые другие данные, действие может быть общим для разных объектов.